Друзья, на моем пути часто встречаются интересные интернациональные семьи, в которых дети с самого рождения говорят на 2, 3, 4 иностранных языках. И сегодня я обсужу со своими знакомыми мамами, как же они растят своих детей-билингвов в этой интернациональной среде. Это канал «На моем пути». Это Олеся. У нее очень интересная семья. И это тот человек, к которому я всегда обращаюсь с советом по поводу детей, болезней, воспитания. Поэтому давайте с ней познакомимся. Олеся, расскажи о своей семье, своих детках и вообще о себе. Добрый день, меня зовут Олеся, я сама с Казахстана, муж у меня с Нигерии, поэтому у нас такая международная, межрасовая семья. У нас 2 детей, Маркушке у нас 4 года, Алексу 8 лет. Родились они в Китае, поэтому, сказать, откуда вы, такой самый тяжелый, самый большой вопрос, потому что я с Казахстана, муж с Нигерии, а дети откуда? Когда детей спрашивают, они говорят, что они с Китая. Но они родились здесь, выросли здесь, учатся здесь, друзья все здесь, поэтому вот. Языков получается 3, больше в окружении нет языков. Русский первый у детей, у меня мы общаемся на русском. Папа по случаю коронавируса 3 года не с нами, он застрял у себя, и не может ехать в Китай, надеюсь, в этом году въедет. Поэтому английский как-то отошел на второй план. Ну и китайский, мы в Китае живем, поэтому китайский один из первых, очень часто конкурирует с русским языком. В этом году очень знаменательная дата для меня. В Китае 20 лет. Ровно половина жизни в этом году, 2022. Работаю я преподавателем в начальной школе, преподаю английский язык, поэтому английский язык в нашей семье занимает очень важную роль, как язык, во-первых, чтобы общаться с папой друг с другом и с друзьями, но также я большую часть времени провожу на работе на английском языке, поэтому очень важный язык для нас. Рядом со мной Бельки, она из Гондураса, и ее муж Никита, он наш земляк с вами из России. Они живут в Шанхае, и у них здесь растет сын Константин, которому уже 7 лет, и он говорит на нескольких языках. Well, Constantine is a 7-year-old boy. He's been very lucky because mom and dad are from different countries, so we speak different languages. He has the opportunity to live in a third country, which gives him the chance to be around a third language and the education that he can get outside of, mom and dad's countries. It has to be in English. I speak only Spanish to him, nothing else. Then dad speaks only Russian to him. And then when we moved to China, I put him into some hours, like half-day daycare, only in Chinese. And the nanny that takes care of him speaks Chinese to him all the time. And, outside in the playground, and other children speak Chinese also. So he listens to it all the time. And English, when he went to school, he started speaking English. He watches TV in English, and we speak English to our friends and to each other at home also. So, totally, he can understand 4 languages. Yes. And he can speak the 4 of them too. Получается, у тебя старший сын, ему уже 8 лет, и, получается, он родился в Китае, учится в китайской школе, знает русский, китайский и английский. Слушай, расскажи, как вообще вы этого добились? Для Алексу 8 лет, он сейчас учится в китайской школе в 3 классе. Для него и как для всех, для большинства детей, переходить с одного языка на другой, это естественно. И для него это тоже нормально, он не заморачивается, не думает, не переживает об этом, это норма. То есть со мной он всегда говорит по-русски, со своим братом тоже, в среде с одноклассниками на китайском, и учится он на китайском. То есть академический язык у него китайский все-таки первый. И английский у него тоже на очень хорошем уровне, поскольку мы очень часто дома читаем на английском. Мультики, фильмы, его любимые Avengers, супергерои все на английском, он воспринимает их только на английском.
Вот. Ну и в общении с папой, когда я разговариваю с мужем, даже по телефону сейчас вот эти 3 года, он все понимает, как я сейчас замечаю, потому что он как бы краем уха слушает, а потом через день-два может задавать какие-то вопросы, связанные с тем диалогом, который я вела с мужем. То есть для него это естественно. То есть он прямо вот так впитывает, как губка, все, и потом воспроизводит в зависимости там от среды, куда он попадает. Уровень, конечно, у него очень разный на каждом языке. Допустим, вот английский у него идет параллельно как со школьной программой, но чуть-чуть больше, как бы словарный запас гораздо шире, понимание на слух лучше. Но, допустим, разговорные и мыслит он чаще всего на русском языке. Но в то же время чтение и письмо у него на китайском очень сильные, потому что в китайской школе он проводит в день около 12 часов. То есть вот русский мы пока еще не начали не писать, не читать. Читать он читает медленно так, ну чуть-чуть. Может по надписи понять, что написано по-русски, как бы он может с буквы знает, слоги может соединять в слова, но как бы мы не начитывали пока так много материала на русском. Просто пока времени нет. Школа китайская очень сложная, насыщенная. То есть мы с 8 и до, чаще всего до 7 вечера мы в школе китайской, поэтому он читает и пишет очень хорошо на китайском. Spanish and Russian has become harder because now that he's getting older in school, we have to switch to English to help him with schoolwork. But we are trying. When we speak to him at home, we try to keep our languages as much as possible. And we force him to speak ours, like, Constantine, answer me in Spanish, please. Otherwise, he understands, but he will not speak it. ¿Vas a leer un libro? ¿No trajiste el libro de Wimpy Kid en la mochila? Yeah, but it got me very bored. ¿Sabes que Miss Iva me dijo que tenías que leer 20 minutos todos los días? I read more than that. I read until I was back at home. Sí, pero aquí hoy no has leído. Ayer no leíste tampoco. And also, I know you're a teacher of English in kindergarten. Yes. So you also have this experience how to raise bilingual kids. Well, yeah. I've been teaching English as a second language for more than 10 years already. It's not that complicated. It's not that difficult. You have to create an environment. And by that we mean you have to let the kids listen to the language as much as you can and even speak it to them as a parent. If you want your kid to speak the language, you should speak it with them yourself. It creates confidence. Like, oh, my mom or my dad can do that. I can do that too. Yeah. And they find that in common with you. And it makes them very happy. And they start liking things. And when children are happy, they can do anything. Алекс, я тебе сейчас покажу картинки, а ты мне на 3 языках скажешь, что это. Да? Будет английский, русский и китайский. Хорошо? Давай, поехали. Cake, торт, 蛋糕, freezer, холодильник, 冰箱, hospital, 医院, больница, собака, dog, go, лапша, По-китайски.面, И по-английски. noodles, Правильно. 25, 25, 25, yellow, 黄色, желтый, арбуз, 西瓜, watermelon, дождик, rain, 雨, bicycle, велосипед, 自行车. Слушай, ты прям вообще молодец. Слушай, но мне всегда вот интересно было, да, ребенка надо увлекать, а откуда родителям, вот маме, откуда ты берешь ресурс, чтобы вот это все давать ребенку, чтобы он сам не терял интерес? Ну, вот я думаю, вот этот вопрос самый главный, и ты подходишь как бы с правильной точки зрения, потому что я не только своими детьми занимаюсь, у меня очень много в
студентов, с которыми как бы я с детского сада вела, и сейчас многие мои детские садовские выпускники, когда я раньше работала в детском саду, они сейчас уже поступили в университет. То есть я могу как бы отследить вот этот прогресс детей, и самое главное — это увлечь ребенка, самое главное — это такая мотивация. Причем, как педагоги говорят, не внешняя мотивация, то есть там оценки, там призы в конкурсах. Это, конечно, помогает в какой-то момент, неделю, 2-3 странички написать в прописи. Ну и все, как бы главная внутренняя мотивация ребенка, чтобы было ему интересно. Вот это как бы для меня это главная цель, самоцель. Русский язык, поддерживать интерес к русскому языку очень тяжело, потому что у нас город маленький, в Китае мы живем здесь. Детей очень мало общаться по-русски. То есть вот создавать такую искусственную внутреннюю мотивацию для ребенка очень сложно. Но мне помогают книги. Мы просто весь дом обставили книгами. То есть книги везде. В зале, где кушаем, в спальне. То есть они кипами уже на полку не помещаются, потому что читаем очень много. Каждый вечер у детей такой принцип, что спать они, как всегда, не хотят. А у меня идея такая: так, либо спать, либо книжку читать. Ну, у детей, конечно, они выбирают чтение книг, и чаще всего читаем книжки на русском. Но сейчас очень редко, чтобы дети вообще хотели читать, потому что сейчас эти гаджеты все так отвлекает. Ну, вот стараюсь дома, это очень тяжелый момент, потому что мои тоже подсели на мультики. Мультики смотреть интереснее, проще, там как бы картинка мигает, и все. А читать это нужно, во-первых, на картинку смотреть, слушаться, понимать. Сюжет, как бы запоминать, где. Так что чтение это тяжело, но нужно поддерживать. Скажи, а где ты вот берешь этот ресурс внутри себя, чтобы самой не сдаваться и вот продолжать вот развивать тот же русский язык? Я думаю, что это просто моя любовь к языкам, то есть мне самой интересно. В школе мой английский был средненький, как бы, а когда я выпустилась из школы и приехала первый год в Китай, у нас не было книг. И у меня просто за целый год было 2 книжки. Одна была русская книжка про Чингисхана, и один был русско-английский словарь. И вот как-то с того момента появился интерес, и в то же время в Китае замкнутый круг общения был, но в то же время было очень много иностранцев, кто говорил только по-английски. То есть если найти друзей можно было, то нужно было знать язык. И вот тогда как бы начали общаться, разговаривать, потом прошла курсы, потом получила сертификат преподавателя английского иностранного. То есть у меня вот это есть интерес к языкам. Плюс китайский. Без китайского языка как бы в Китае очень тяжело. И у меня разговорный очень хороший, на слух я все понимаю, ну, большую часть. А писать, читать никогда не училась, как бы в бытовом иероглифе знаю нужные, там, город на билете прочитать и так далее. То есть вот мой интерес к языкам потихоньку передается и детям. Вот, очень как бы важный момент, что когда вы воспитываете ребенка в такой вот языковой среде, главное иметь, скорее всего, тоже внутри себя этот интерес и развивать это в ребенке также. Да, ну вот детям как бы с мотивацией проще немножко. Во-первых, дома есть все, мультики, фильмы, книги, им это интересно с друзьями. Китайская школа, там мотивация совсем другая, а им хочется общаться с детьми. Младший в детском саду, он набирается столько фраз китайских, которые, в принципе, когда я от него слышу, я удивляюсь. О, а это ты откуда знаешь? То есть вот у них внешняя мотивация и внутренняя мотивация под китайский язык есть, потому что они живут в Китае, садик, школа. Английский язык чуть-чуть сложнее, потому что здесь как бы нету вот этого окружения на английском языке, приходится его создавать искусственно, то есть вот мультфильмы, книжки. И еще один момент у меня бывает, что ребенка просто некому забрать, и поэтому дети идут со мной на мои уроки вечерние. Когда они попадают в мой вечерний класс, они понимают, что вот у меня сейчас Маркушка, ему 4 года, он попадает на уроки английского языка со мной вместе с 1 со 2 классом. То есть он ощущает себя королем, что он все знает, все понимает, и еще и может отвечать на мои вопросы на уровне деток с 1-2 класса. То есть вот такое как бы искусственное окружение на английском языке помогает. Так, Костик, я тебе сейчас задам несколько вопросов на русском. Come here. Kostya, I will show you some pictures, and you will tell me what is this in English, Spanish, Chinese, or Russian. If you know like all the way, you can tell me, okay? Okay. Okay, what's this? Cake. In Spanish, Pastel. Chinese, 蛋糕 yes, and Russian? Торт. Door, yes, correct. Next one, with this, Pizza. okay. 冰箱 Okay. In Spanish, Refri. refri.
In Russian? Okay. It's difficult. Next one. Hospital. Mm-hmm. 医院 Mm-hmm. Hospital. Dog. 狗 In Spanish? Perro. In Russian? Собака. Yeah, correct. Noodle. 面 Okay. In Spanish? Yeah, sounds... Spaghetti. Okay. Next one. 25. Okay. 25. Okay. In Spanish? 25. Молодец. Арбуз. Yes. In Spanish? Typhoon. Typhoon. Rain. Yes. In Russian? Do you know? Дождь. Yeah. Okay, and the last one? Bike. Mm-hmm. 自行车 Mm-hmm. Spanish? Bicicleta. Velocipede. Yes. Thank you so much. What parents should take care when they raise bilingual kids? And you tell, like, the first is like, you need to speak this language to your children. Well, it depends. So, for example, me and my husband, we speak different language to each other. Or, well, not to each other. Each other. So I speak Spanish, he speaks Russian. But together we speak English. So if we want Konstantin to speak our languages, I should be consistent and only use one language at the time. Same for my husband. He should only use one language at the time. So when Konstantin learns, he will learn the two languages at the same time. He will not make a difference. He will use words from both languages. But when he speaks to the dad, he will only speak Russian. When he speaks to mom, he will only speak Spanish. Because the brain makes a connection. Oh, dad speaks this, mom speaks that. What to use? So the child, he understands the situation, the environment in which he can use exactly this language. Yes. Everything, like I said before, is about the environment, right? For example, if you are from the same country and you speak one language and you want your kid to learn English, say, but you don't speak English, Yes. then you can play music that is in English. You can buy books, like audiobooks for the babies to listen. And you can create that space and that time for your kid to listen, to be exposed to the language. Then you can find support with lessons or in the school where they go to. But you also need to create a space at home where you continue the work that you do outside of home with the language. Nikita, Zlatan is drawing on the wall. It is not funny. Zlatan, it is not funny. It is not funny. And I tell it to myself because I was laughing. Sorry. You start and you continue because you have the goal. You need to reach the goal, and it needs a lot of time, a lot of attention to details. One thing I will always tell parents is everything takes time. Because a lot of parents, when they start taking the kids to school or with a tutor or with a nanny to teach them a different language, they want to hear the kids speaking like this. But it takes time. When a kid is learning to speak for the first time, it takes them almost 2 years sometimes. Some kids speak faster, some kids speak slower. So to learn something completely different than what you have at home, it will also take time. It would not just be like, oh,
The nanny speaks English to him every day. Tomorrow he will start speaking English. No. There is step by step. The brain needs to take in, work on it, and then produce. If a parent wants their baby learn the second foreign language, like from what age better to start? From their babies, since they're babies. The best time to start is after they're born. Because language, babies start learning language. The brain of the baby starts learning language, even in the belly, because they can hear you. Кстати, на моем пути есть теперь и в Телеграме. Там мы выкладываем много интересного контента, который не попадает в наш YouTube. Поэтому вот вам QR-код, подписывайтесь, или же ссылочка в описании. Слушай, ну вот у нас растет сын, да, ему уже 2 года, он тоже здесь родился, растет в этой языковой среде, и я замечаю, что вот ему 2 года, а он еще не говорит. И как бы какие есть сложности вот для ребенка, когда он в такой среде растет, и что вообще с этим делать или не делать? Я думаю, как бы, когда ребенок говорит на 1, на 2 или на 3 языках, это не критично для ребенка, это очень естественно, если как бы не создавать искусственного давления на ребенка, если делать это натурально, то есть читать книжки, смотреть мультики, общаться, какие-то занятия дополнительные ребенку давать и без настойчивости большой. То есть тогда ребенок нормально это впитывает и просто смотреть на рамки. Обычно говорят, что ребенок должен заговорить до 3 лет, или в 3 года. То есть если в 3 года ваш ребенок не говорит, без разницы на скольких языках, на 1, на 2 или на 3, то тогда нужно обращаться к специалистам, к логопеду, к психологу и так далее. То есть искать причину и стараться помогать. И это 1 или 2 или 3 языка как бы роли вообще абсолютно не играет. Некоторые специалисты говорят, что ребенок, говорящий на 2 и более языках, чуть-чуть медленнее начинает как бы все вот эти вот этапы проходить. Но это индивидуально. А то, что он, начинает смешивать. Вот наш ребенок, он частично говорит какие-то слова на китайском, частично на русском. Это все так перемешивается. Это тоже естественный процесс. Также многие специалисты, я читаю очень много книг, потому что мне самой интересно как преподаватель, но еще и как маме. Многие специалисты отмечают, что смешивание языка на ранних этапах – это норма, потому что ребенок просто выбирает самые легкие слова. Допустим, вот у меня Марку 4 года, он до сих пор говорит, что, допустим, что ты будешь кушать? Я буду мемен. То есть это минтяо, минтяо, мен-мен. То есть на детском языке ему проще сказать, я хочу лапшу вот на этом китайском языке, потому что это дома. Мы привыкли к этому. То есть ребенок выбирает, во-первых, самые легкие слова, самые короткие слова. В нашей среде это все-таки китайский. Китайский это такие самые короткие слоги, и получается целое слово. Допустим, на русском это молоко, на английском это milk, а на китайском это нюнай или просто най-най. Это очень простые слова. И смешивает ребенок чаще всего, потому что не может подобрать нужное слово в том языке, на котором он на данный момент говорит. Вот. Но у нас ситуация была такая дома, что вот мы сидим за столом, то есть муж, я и няня, которая у нас жила до 3 лет, с нами помогала, потому что я работала очень много, когда детки родились. И вот мы сидим за столом 3 и плюс 2 детей. То есть мы переходили с одного языка на другой в течение, 20 минут, переходили более 20 раз. И для детей это нормально, потому что как бы они смотрят на папу, говорят на английском, смотрят на няню, говорят по-китайски, смотрят на меня или общаются с друг другом, могут на русском общаться. То есть иногда замечаю, даже ребята между собой на китайском переходят, то есть какие-то фразы, словечки у них вылетают. А нет вот этого ощущения, что это как разделение личности? Нет, потому что используется язык именно в той ситуации, в которой это естественно для них. То есть, если они смотрят что-то по-английски, и они там начинают друг друга догонялки играть, они фразы кидаются на английском, это нормально. В школе они спокойно говорят на китайском с преподавателями, с одноклассниками, а дома они, естественно, говорят со мной на русском языке. Вот. Интересный момент, вот у меня Алекс, допустим, в китайской школе математику делает очень много арифметических вычислений, причем на скорость. Допустим, вот на странице 50 примеров, их надо закончить за 5 минут. То есть я у него спрашиваю, вот ты когда это вычисление делаешь в голове, ты на русском или на китайском, или на английском? Он говорит, я на китайском. Почему? Потому что в школе он привык это делать на китайском. Причем иногда, когда вот мы задачу обсуждаем по математике, допустим, дома, вот если он что-то домашнюю работу делает, я говорю, вот это надо что сделать? Умножить, разделить. Он мне говорит, мама, это крестик надо сделать.
в смысле умножения. То есть некоторые слова он просто не знает на русском, даже знает, но не может вспомнить так быстро, потому что он их не использует. То есть смешивание языков — это абсолютно нормально. Когда детки говорят на 2 и более языках, они могут чуть-чуть задерживаться, как бы чуть-чуть позже говорить. Но временные рамки 3 года. Как бы, если ребенок до 3 лет заговорит, норма. Если чуть-чуть медленно, надо посмотреть причины, разбираться на любом языке. То есть даже ребенок, если на одном языке у него проблема, нужно искать специалистов, разбираться, заниматься и помогать просто своему малышу. 玩一玩取二玩皮三皮444 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 What is the most difficult when you raise bilingual kids? To be consistent, to not change their language. I want to eat. It's very hard to just keep going, Not to give up. not to give up. You know, for example, we live here for us and we speak English all the time. I speak English for my job. I speak English to my husband. So Constantine is listening to English all the time and he knows we can speak English. So because he uses English for everything else, he doesn't want to speak our languages anymore. And he says, I don't want to speak that anymore. So we have to find ways to make it interesting and fun for him so he can continue. But even us, we speak English to him because we do it all the time. We're so used to speaking English all the time that we have stopped speaking our own languages to ourselves and to him. So being consistent. Give me a second, please. 咏柳塘鹤之争，碧玉撞尘蚁树高。万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出？2月春风似剪刀。谢谢大家。 Я ничего не поняла, но это было очень интересно. Слушай, а какая вот польза, да, все-таки вот этого билингвизма для будущего ребенка или же там, не знаю, для школы? Что? Ну, как бы это в интернете могут все посмотреть, почитать. Это сейчас очень трендовый топик. Как бы все об этом говорят, что говоря на 2-м, 3-м языке, это очень большая поддержка для мозга. То есть, когда в старости человек не будет проблем с замедлением умственных процессов, как бы вот заделан на такое далекое будущее для детей. Но бытовое, элементарно, дети пойдут в университет. Вот сейчас Алекс учится в 3 классе, я понимаю, что у него словарный запас пойдет на HSK 4-5 точно. То есть HSK — это тест для иностранцев, поступающих в китайский университет на знание китайского языка. То есть огромный задел, то есть это одно высшее образование уже в кармане. То есть как минимум границы стираются сразу же, и перед ребенком просто весь мир. Конечно, да. Тем более подбирая такой язык, что китайский, английский и русский — это языки, которые, в принципе, Самые востребованные из сейчас. разных групп. То есть русский — это славянский язык, английский — это европейский язык, это вся группа языков, а китайский — это как бы вообще совсем другой, с другого стиля, другого как бы возможности усвоения этого языка. Ну и как бы момент такой, что говорят, что 2-й язык можно в любое время начать изучать. Но я замечаю по детям, чем раньше, тем лучше. Да. Да, вот. Будущий билингвист. Будущее 2 года ребенку. Кстати, вот про 2 года. Был у меня класс, было такое начинание, что взяла класс, набрала класс 2-леток, и с ними начала заниматься очень рано. И сейчас эти ребятки в 6 классе. И как бы с некоторыми я каждый день встречаюсь, просто я работаю в той школе, где они сейчас учатся. И я вижу, даже если ребята ленятся очень сильно, но тот задел, который вот то, что они выучили, то, что они узнали в 2 года, простые слова, стишки, песенки, вот у них эта мелодика языка, вот эта интонация, чувство какое-то, 6-е чувство на язык, оно до сих пор есть. То есть чем раньше начиная, тем легче оно пойдет. Но
как говорят специалисты, в любом возрасте можно начинать учить новый язык. Это интересно, это увлекательно, и это поможет на будущее, особенно в старости, всем нам. То есть это будущее вашего ребенка, это его профессия, это его старость. Вы уже с раннего детства как бы даете ему вот такие навыки. Я надеюсь, что из этого ролика вы для себя что-то нашли интересное. И несмотря на то, что сейчас происходит в мире, нужно помнить, что знание хотя бы одного иностранного языка расширяет все границы. Поэтому чем раньше вы или ваш ребенок начнет учить иностранный язык, тем больше плодов это принесет для будущего. А учить другой иностранный язык с рождения – это значит не учить его вовсе.